Наверное, это уже своеобразная традиция – начинать сезон с инжира. Вот этот год не стал исключением. Я тоже начинаю сезон с укоренения черенков инжира. Мне прислали из Украины черенки инжиров с моего участка. Лена, огромное тебе спасибо. Она завернула эти черенки во влажную хлопчатобумажную ткань, упаковала в полиэтиленовые пакеты и прислала мне сюда. Здесь примерно 2 месяца я их хранил в холодильнике. Вот так, завернутые в хлопчатобумажную влажную ткань и упакованные в полиэтиленовые пакеты. Периодически, примерно раз в 2-3 недели я их открывал, осматривал, смотрел, не пересохла ли ткань, не потеряли ли влагу черенки, или наоборот, не завелась ли плесень. Периодически их проветривал, в общем. И так прошло примерно 2 месяца. И вот сейчас, середина февраля, самое время ставить их на укоренение. Я буду использовать любимый свой метод, многократно опробованный, который дает очень хороший результат. Что для этого понадобится? Я беру вот такие небольшие zip-пакеты. В данном случае размер 8 на 12 сантиметров. Можно немного больше, можно немного меньше, это не принципиально. Наполняю их рыхлой и влажной смесью. Это может быть любая смесь, это может быть даже не смесь, это может быть хорошо промытое кокосовое волокно. Вот это вот, то, что я сейчас буду использовать, может быть, помните, я осенью показывал, как я взял отработанную почвосмесь, в которой весь сезон росли растения с остатками корневой системы, с остатками ботвы, обработал специальным биопрепаратом, который все это дело перерабатывает. Вот они у меня простояли всю зиму фактически, в относительно теплом помещении. Все эти микроорганизмы там работали, все это перерабатывали, и получилась вот такая очень рыхлая и влажная смесь. Питательность нам тут совсем не нужна для образования корней. Главное, повторюсь, чтобы это все было рыхлым и обязательно влажным. И вот в этот пакетик я насыпаю эту, можно назвать почвосмесь, назовем ее так. Теперь я беру заготовки черенков. Вот они в полиэтиленовом пакете. Вот она, влажная хлопчатобумажная ткань. Вот она сама заготовка для черенка. Беру секатор. Я тут особо не мелочусь, потому что мне не на продажу, мне для себя. Обрезаю снизу и обрезаю сверху. У меня остается 2 почки, верхняя и нижняя. Острым ножом секатора делаю вот такие продольные борозды. Прорезаю кору. Для чего это нужно? Просто корнеобразование будет происходить немного быстрее. И теперь вот этот уже черенок я втыкаю в эту почвосмесь. Хорошенько обжимаю и обязательно этот самый zip-пакет закрываю. Вот готовый для укоренения пакетик с черенком. Да, забыл, обязательно нужно подписать. У меня здесь они по номерам. Это номер 4. А как же, собственно говоря, будет происходить процесс укоренения? Я беру вот такой контейнер. Не смотрите на эти надписи, на эти картинки. В таких контейнерах в Германии продают табак. Но для меня он очень удобен. У него есть крышка, и он фактически герметичный. И вот в этот контейнер я ставлю вот эти zip-пакетики с черенками. Обратите внимание, некоторые уже даже в холодильнике прорастать начали. Уплотняем, ставим плотно, чтобы все влезли. Все, все влезли. Теперь вот этот контейнер закрываем. В чем прелесть такого метода укоренения? Нам не нужно будет совершенно их поливать. Вот эта влага, которая в этом субстрате почвенном, в этом закрытом zip-пакете, в этом герметичном контейнере будет сохраняться весь этот период образования корней. Да, конечно, периодически надо будет открывать, проверять, смотреть. И, наконец, очень важный момент. Ставим вот этот контейнер с этими черенками в теплое место. У меня это подоконник, но подоконник здесь каменный, а под ним работает батарея. Поэтому этот подоконник очень равномерно и долго сохраняет тепло. То, что нужно этим черенкам. Тепло и влажность. Для тех, кто напишет в комментариях, а где результат, а почему не показали результат, я оставлю вам ссылку. Когда-то я вот этот способ укоренения черенков показывал подробно.
подробно и в том числе с результатом. Так что переходите, смотрите. Ссылка будет в описании к видео и в конце этого видео. Когда-то я вам рассказывал, что на этом участке есть инжир, но крайне неудачный сорт. Он очень поздно созревает. Примерно в октябре он уже там ближе к середине октября начинает созревать, а в это время здесь уже холодно становится. И фактически урожай мы получаем очень маленький. Видите, сколько вот этих фиг, которые так и не вызрели. Поэтому осенью я купил саженец инжира. Вот он. Сорт называется Браун Турки. Ну, наверняка многим инжироводам он хорошо известен. Это очень популярный сорт. И, что самое важное, мне сказали, что здесь, в этой местности, в принципе, он должен успевать давать урожай. Это очень урожайный сорт. И он более ранний, чем вот этот. Поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Он перезимовал, почки зеленые, почки живые, все с ним будет хорошо. Но, конечно, не только инжиром в это время, в конце февраля, можно заниматься. Многие уже сеют семена многих овощных культур. Напомню, что нашим любимым овощным культурам, таким как перец, баклажаны, томаты, требуется примерно 60 дней для того, чтобы из семечки выросла крепкая, здоровая рассада, которую вы уже можете в начале мая в Украине обычно высадить в открытый грунт. Примерно 60 дней, поэтому вот сейчас, в конце февраля, сеять уже стоит. Самое время заниматься обрезкой. Вот декоративные травы. Сейчас холодно еще, сейчас температура около нуля у нас тут. Плюс 2 днем, ночью минус 2. Но уже на днях потеплеет. А эти все растения уже готовы просто тронуться в рост. И ждут вот этого тепла. Ждут тепла кустарники, ждут тепла плодовые деревья наши. Поэтому сейчас отличное время для того, чтобы все это дело обрезать. Я вот на днях занимался обрезкой живой изгороди. Это изгородь из лавра вишни. Ну, в общем-то, никаких проблем с ее обрезкой не происходит. Все нормально. Обрезал запущенную, такую разросшуюся старую яблоню. Обрезал, конечно, радикально. Не совсем это все правильно. Почему? Потому что чем больше мы обрезаем, тем больше растение пытается восстановить. Но это не моя яблоня. Меня попросили сделать именно так. Ну, я надеюсь, вы поняли, что сегодняшнее видео это скорее такое своеобразное напоминание о том, что новый садовый сезон уже фактически с середины февраля стартовал. Я оставлю ссылки в описании в конце этого видео на свои более подробные видео, какие работы нужно делать в саду в феврале и уже в марте. Переходите, смотрите, если вам это интересно. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, скоро увидимся. Thank you.